Зачем я это сделал? Это очень опасно. Вступительный экзамен в спецназ. Адреналин нарастает. Всегда дыши правильно. Каждый вдох был наполнен какой-то болью. Никогда не делай так, как делал я. Привет. Я сделал наперекосяк то, о чем кричат все профессиональные спортсмены. Они в один голос трубят, что надо дышать при любом подходе, при любом виде спорта всегда надо дышать. Будь то отжимания, будь то подтягивания, будь то жим штанги, лежа, приседания, всегда нужно дышать. И это правда. Дышать обязательно нужно. Но я пошел от обратного. Я задержал дыхание и делал отжимания на максимум до следующего вдоха. Сразу говорю, чтобы ты этого не вздумал повторять. Это очень опасно. Это опасно для твоего сердца. В любых упражнениях, когда ты перестаешь дышать, вот, допустим, ты делаешь жим штанги лежа, ты перестал дышать, и очень сильная нагрузка идет на сердце. Поэтому никогда этого не повторяй. Всегда придерживайся правила, например, при отжиманиях. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И это касается всего. Упражнений на пресс вообще всего. Зачем я это сделал? Вообще я люблю иногда себе дать какую-то взбучку и сделать что-то такое, что выходит за рамки моей повседневности. Это, например, вступительный экзамен в спецназ или там полностью все эти фишки, которые они там делают, я их все повторяю. Ну, просто прочувствую, взяли бы меня в спецназ или нет. Или там вступительный экзамен морских котиков, или там как тренировка морских котиков, ну что-то такое. Я уже как бы немного подготовлен. Даже у меня через некоторое время начало болеть сердце. У меня просто начало колоть, какой-то дискомфорт. Каждый вдох был наполнен какой-то болью. Я чувствовал, как у меня при вдохе болит сердце. Выдох тоже болит сердце. Хоть бери и не дыши. Еще раз повторяю, чтобы ты этого никогда не делал. Ну а сейчас смотрим, сколько же раз я отжался за время своего вдоха. У меня есть только один вдох и один выдох. Следующий вдох я останавливаюсь. Смотрим. Адреналин нарастает. Никогда не делай так. Что ж, результат ты видел. Я показал, как не надо делать. Не надо. Потому что если ты не будешь соблюдать дыхание, то ты очень быстро угробишь свое сердце. Вот даже сразу после съемки видео я почувствовал неприятные ощущения в области сердца. Так что всегда дыши правильно. В любом виде спорта, будь то бег, будь то плавание, да, они там задерживают дыхание, но они имеют свою систему. Чтобы так далеко и быстро плыть, нужно правильно дышать. Они все это соблюдают, и поэтому у них нет никаких проблем. То же касается уличного спорта, то же касается зала. Теннис, бадминтон, вообще все, любой вид спорта нужно правильно дышать. Даже расскажу тебе такую фишку. Когда ты волнуешься или ты напуган, то у тебя учащается дыхание, ты начинаешь так. От этого страх еще больше нарастает. Когда ты встревожен, то твое дыхание учащается. Сердце тух-тух-тух. Чтобы это убрать, тебе надо дышать медленнее. Допустим, у тебя важный звонок. Ты должен кому-то позвонить, и сейчас что-то решится. Ты набираешь номер, ты звонишь, слышишь это пиканье в трубке, и тут твое сердце тух-тух-тух-тух. Какой-то страх, тревога нарастает, что-то такое. Что-то будет сейчас. Чтобы это убрать, нужно в этот же момент, когда ты чувствуешь, как нарастает напряжение,
Просто делаешь, просто садишься или стоишь, что, где бы ты ни был, просто просто медленно дышишь. Потому что, когда ты медленно дышишь, ты посылаешь сигнал мозг, что опасности нет. Это же логично. Когда ты дышишь, когда ты в спокойном состоянии, то ты спокойно дышишь. Когда ты напуган, ты дышишь как бы учащенно. Ты начинаешь как бы быстрее дышать. Это очень, кстати, крутая штука, потому что ее можно применить вообще в любой сфере своей жизни. Где бы ты ни был, ты всегда можешь спокойно дышать. Если было интересно и полезно, тогда обязательно подпишись, оставляй лайк и никогда не делай так, как делал я. И напиши в комментариях, соблюдаешь ли ты дыхание. Пока!